Майнкрафт появился более 10 лет назад. И с того момента стал одной из наиболее запоминающихся игр в игровой истории. Однако, по прошествию времени, были обнаружены довольно странные и неестественные события. Это айсберг Майнкрафта. И сначала я просто планировал найти айсберг в интернете, но я нашел сразу два и объединил их. Но однако, пользователь Reddit ProBlood748 отослал мне другой файл, экстремально жестокий, обновленный, буквально победитель, гигачат всех айсбергов Майнкрафт. И он показывает загадки и секреты, скрытые в игре, которая была предназначена для детей. Для тех, кто никогда не смотрел видео с айсбергами, на верхушке айсберга находятся известные всем события. Но когда мы идем все вниз и вниз, вещи становятся скрытнее и также загадочнее. Наверное, я напугал вас немного, но на самом деле это не хоррор. Так что я добавлю какой-нибудь премиальный геймплей Майнкрафта, чтобы разрядить атмосферку. И снова большое спасибо ProBot748 за то, что они потратили колоссальное количество времени, исследуя и создавая этот айсберг вместе с 29-страничным документом. Без них это видео было бы невозможным. Его переводит и озвучивает твой лучший Майнкрафт, тот парень на вебке. Итак, без лишних слов, давайте начинать. Погнали. Самое начало. Херобрин. Херобрин — это один из самых запоминающихся персонажей во всей истории Майнкрафт. Если вы родились в 2000-х, то ваши самые главные страхи — это сдать все экзамены на 3, а также Херобрин. Херобрин, по-простому, это тот же самый Стив, в котором изменили 4 пикселя. Первое его изображение показали на 4чане. Это буквально было изображение в разрешении 144 пикселя мужчины с белыми глазами. Однако позже Херобрин приобрел популярность. После кооперативных стримов Майнкрафт, стример Копленд решает пранкануть всех на стриме, показывая Херобрина с переделанными текстурами. И с того момента у Херобрина появляется множество фотографий абсолютно у всех, даже включая сам Mojang. И, кстати, в каждом патче Майнкрафта Mojang добавляли, убрали Херобрина. Да, и забавно, что в конце они убрали надпись. Убрали Херобрина для патча 1.16 и 1.17. Могло ли это что-нибудь значить? Или они просто забыли это туда вставить? У меня нет идей. Далекие земли. И эти земли — это жуткое зрелище. Гор с дырами, созданных багом генерации поверхности. Для этих земель существует 4 вида. И это крайние земли, угловые земли, небесные, а также линейные. Эти суперпугающие чанки генерируются более чем на 12 миллионах блоков от спауна, превышая допустимую зону в коде Майнкрафт. Да, я не знаю, что это значит. Диск 11. Диск 11 — это пластинка из игры Майнкрафт, в которой играет отвратительный трек, в котором кто-то дышит и копает. Вместе с загадочными звуками пустоты. Люди думают, что это может быть даже Эндермен или царапины на диске. Диск 13, кстати, тоже играет довольно странную песню, и тоже пугающую, как предыдущая. Что предполагает, что эти диски как-нибудь могут быть связаны. Именные пасхальные яйца. Давая мобам имена с необычными названиями, мы можем давать им особые характеристики. Как пример. Динербон и Грам переворачивают животных, а Джеб превращает овцу в игровую клавиатуру. Однако не так много людей знают о таком имени, как Тост. Оно было добавлено в игру после того, как пользователь Reddit XYZ Yen420 попросил добавить кролика девушки, Тоста, в игру после того, как они расстались. И, к удивлению, разработчик Майнкрафта, Mogminer, увидел этот пост и добавил их воспоминания в эту игру. Происхождение Крипера. Когда Ночь создавал Майнкрафт, пытаясь сделать моба-свинью, он случайно поменял значение для ее тела, сразу же создав первую модель Крипера. Криперы — это растения. Есть действующая теория того, что криперы — это растения. И, кстати, есть несколько фактов, которые это объясняют. Сперва, официальная история мобов Майнкрафт говорит о том, что криперы сделаны из мха, а второе — они зеленые. И игроки говорят, для того, чтобы им взорваться, они выпускают споры. И, наконец-то, оригинальная текстура крипера, которая на самом деле основана на текстуре блока листьев, лица пескодуш. Смотря на лица на песке душ, многие люди начали предполагать, что в песке могут быть настоящие души. Ну а что я вижу? Если это настоящие лица на песке, они реально чувствуют ту боль, когда моя жена ушла от меня. Стихотворение в конце титров. После траты времени на победу над черной летающей ящерицей вы получаете поэму, написанную Джулиан Гоу, когда вы войдете в портал.
И это просто какие-то записи, и возможно они длиннее сценария целого фильма. Адский портал в учебнике Майнкрафт. В старых версиях Майнкрафта на приставках в обучающие миры были добавлены вещи, чтобы учить новичков Майнкрафта. Единственная вещь, которая выделяется в этих обучающих мирах, это летающее лого Майнкрафта прямо по небу. Однако игроки заметили, что сломав это лого, на самом деле открывается секретный адский портал. Итак, мы переходим на второй слой. Минсрафт. Есть шанс 1 из 10 тысяч, что заставка игры Майнкрафт произнесет Минсрафт вместо Майнкрафт. Пещерные игры. Пещерные игры — это первая версия Майнкрафта, созданная Нотчем, и официально ее не выпускали. Единственная запись с пещерных игр на YouTube-канале Нотча, которая по каким-то непонятным причинам заблокирована в большинстве стран. Эндер-дракон — это девушка. Предполагая, что Эндер-дракон откладывает яйцо, когда вы его побеждаете, появилась теория, что Эндер-дракон может быть девушкой. Слои измерений. Даже сообщество Майнкрафт согласилось, что пустота находится сверху, обычный мир по центру, а ад снизу. Однако эта теория никогда не будет подтверждена, кроме официального постера мира вселенной Майнкрафт. Адский реактор. Майнкрафт для телефонов начинался без каких-либо замысловатых кодов. Там не было спавнящихся пещер, нет деревень и нет ада или энда. И в ответ на это Моджанг придумал идеальное решение, заставив вас построить это. Кстати, выглядит как странный дизайн для пиццы. Активировав адский реактор, вы получаете генерацию адского мира, и вы сможете получать вещи из ада. И позже он был удален после того, как Моджанг починила коды и внедрила настоящий адский портал в мобильную версию. Херобрин — это брат Нотча. Это страшная история из интернета, рассказывающая о том, что Херобрин — это мертвый брат Нотча, который как-то пробрался в игру. И, к сожалению, Нотч сказал в Твиттере, что у него вообще нет никаких братьев, кроме младшего, которого он никогда не видел. Идея того, что Херобрин и Нотч были братьями, это, кстати, довольно прикольный концепт. Пустынные колодцы. Это абсолютно бесполезная постройка, в котором находится единственный источник воды, и они появляются в пустынных биомах. Если вы даже выключите генерацию построек, есть шанс 1 на 1000 в Java Edition и шанс 1 из 500 в Bedrock Edition для того, чтобы заспавнился этот пустынный колодец. Это странно, потому что никто не знает, зачем их добавили, или почему они такие редкие. Заброшенные деревни. Заброшенные деревни, также известные как деревни-зомби. Это греческие деревни с паутиной, без дверей и с зомби-жителями. У этих жителей есть 2% шанс появления в Java Edition, если сравнивать его с 25-30% в Bedrock Edition. Подвалы иглу. 50% иглу в Майнкрафт спавнятся с подвалами, что выглядит так же подозрительно, как и звучит. Там есть житель и зомби-житель, запертые за решеткой, вместе со стендом зельеварения, в котором есть сплэш-зелье слабости, и в сундуке есть золотое яблоко. Если вы смотрели какие-либо видео про зелья, или у вас есть основные знания Майнкрафт, вы знаете, наверное, что это лучший способ излечиться для жителя зомби. Учебное издание. Наиболее популярное издание Майнкрафт — это Java Edition и Bedrock Edition. Однако на самом деле есть и другая версия Майнкрафт, названная образовательным изданием. Эта версия была создана для студентов и учителей, и в ней есть много того, чего можно изучить. Например, наука, математика или компьютерные знания. У них также есть обучающие задания для учителей. Например, туториал «Как двигаться». Довольно жестко наблюдать, как 60-летний профессор изучает Майнкрафт и то, как двигаться часами, а потом он неожиданно становится экспертом паркура. Вдохновение Инфинимайнера. Инфинимайнер — это первый человек, победивший в шахтерской игре, которая была выпущена в 2009. Она выглядит очень похожей на Майнкрафт, и много вещей, которые включены в эту игру, создали пещерные игры на месяц позже. Адские порталы были сделаны для эндерменов. До адских порталов, в которые может влезть любой человек, адским порталам нужно было быть 3 блока высоты. И появилось много теорий, что эндермен — это единственный моб, которого 3 блока высоты, был первым, кто использовал адские порталы. И если быть честным, здесь есть что-то схожее. Там и там они подобрали черно-фиолетовые темы. У обоих есть способность телепортировать, и порталы Эндермен существуют в искривленном лесу. Текст зачарования. На столе зачарования Майнкрафт его текст был одной из самых мемных вещей в Майнкрафте. Шрифт из стандартного галактического алфавита. Но, к сожалению, комбинации слов в нем генерируются случайно. И не значат абсолютно ничего. Зеленая кровь зомбированного пигмена. У зомби-пигмена должна быть красная кровь, но из-за страшного вида она была изменена Нотчем на зеленую кровь. Мобы гермафродиты. У многих мобов в Майнкрафте есть признаки женского и мужского пола одновременно. Например, у коров есть рога и вымя, а у куриц красный гребешок, и они откладывают яйца. Преобразование монстров после удара молнии. Удар молнии по какому-либо мобу превращает его в различные варианты. Например, житель становится ведьмой, криперы от этого заряжаются, свиньи становятся пигменами, а грибные коровы становятся из красных коричневыми. Вариациями. Кормление попугаев печеньем.
Это название в айсберге. Возможно, говорит о том, что попугаев привлекало печенье, когда они только появились. К сожалению, печенье и шоколад на самом деле токсично для попугаев в настоящей жизни. Так что это изменили через несколько месяцев. Если сейчас вы дадите печенье попугаю, он сразу же умрет. Превращение зомби-жителя. Зомби-жителей можно излечить золотым яблоком и сплэш-зельем слабости. Сперва зомби-житель будет просто вибрировать от 3 до 5 минут. И когда он излечится, он даст вам невероятные цены на его вещи. И кстати, если вы хотите самые крутые цены, вы сможете снова его заразить. А потом заново начать его лечение для более крутых сделок. Пустота под обычным миром. Если вы когда-либо были в креативном моде и копали вниз, вы должны знать, что там массивная пустота под бедроком. И это совсем не вяжется с теорией измерений Майнкрафт. Но... Тихо. Кролик-убийца. В Майнкрафт снапшоте 1.18 появился шанс 1 из 1000 того, что заспавнится кролик-убийца. У него будут красные глаза, двигается быстрее, чем обычные кролики, и он абсолютно ненавидит общество. К счастью, его можно заспавнить в этой игре только благодаря командам. Pack.png. Обычная картинка для стандартного текстур-пака Майнкрафта. Это фото океана и этой горы в Майнкрафте. Возможно, ее сняли более 10 лет назад, и она не вызывала никакого интереса. Это было до того, как какой-то ютубер под именем Salsi сделал видео про эту картинку в 2020-м. Из-за него появилось огромное количество людей, которые начали искать сид место с этой картинки. И сид был наконец-то найден на 8 месяцев позже самого видео, в сентябре 2020-го. Болото/жители джунглей. Даже если не существует таких вещей, как болото и жители джунглей, такие вариации жителей можно найти из яиц спавна, разведения или вылечивания зомби-жителя. Мир главного экрана. Salsi снова возвращается к нам в айсберг с видео, в котором он ищет главный экран Майнкрафта. Эту панораму использовали целых 7 лет, и снова ее нашли с помощью большого количества людей. Довольно прикольно видеть, как куча волонтеров объединяются вместе, чтобы найти одну из наиболее старых вещей Майнкрафт — истоки живописи. Картины внутри Майнкрафт — это настоящие измененные версии настоящих рисунков Кристофера Зедерстренза, который, кстати, является братом жены Нотча. Единственная картина в Майнкрафт, у которой нет настоящей копии, это картина Визер, которую придумали для игры, и уже позже добавили ее в обновлениях. Ловушки для лошадей-скелетов. Итак, объяснение. Это когда в лошадь попадает молния во время шторма. Одна лошадь-скелета перевоплощается в 4 скелетов-наездников с зачарованными луками и шлемами. Возможно, это какая-то странная отсылка к Откровению 6.2 в Библии. Иллюзионисты. Иллюзионист — это бандит, который может быть заспавнен только командными блоками или датапаком. У них есть лук и способность использовать 2 спела. Один, который ослепляет игрока, второй — это клон себя. Да, и также он еще не был добавлен в игру, но многие говорят, что его добавят в апдейте 1.18. Секретные языки. В Майнкрафте есть меню языков, различные языки со всего мира. Однако там есть 5 исключений. Пират говорит лол-код. Английский Шекспира. И английский, но перевернутый. Там также есть язык со Стартрека. И эльфийский язык с Властелина колец. А также язык распада и лагбанский. И возможно у меня как-то не так получилось это произнести. Итак, следующий Зоглен. По-простому кабан-зомби. Обычно он появляется, когда он сбегает из ада и путешествует по обычному миру, или даже в Энде. Небесное измерение. В Майнкрафт бета 1.8 апдейте Моджанг реально планировали небесное измерение, как противоположность ада. Небесное измерение было наполнено летающими островами, как будто это рай. Так же, как ад в Майнкрафте сравнивается с настоящим. Ночь даже подтвердил это измерение в Твиттере и сказал, что есть некоторый шанс телепортироваться в это измерение, когда вы ложитесь спать. И, к сожалению, небесное измерение было переделано в Энд измерения, и разработчик Моджанга сказал, что они не будут восстанавливать небесное измерение из-за этого. Четверной спаун куриц. Есть шанс 1 из 256 для вас заспаунить сразу 4 куриц из одного яйца. Твиттер Нотча. По-простому, Твиттер Нотча был таким местом, где он рассказывал свои странные мнения, во многие из которых я даже сам не верил. В августе 2020-го Нотч заключил сделку с Game Maker's Toolkit, что если они сменят политики, он удалит Твиттер-аккаунт. И он реально это сделал. Кстати, он снова активировал свой аккаунт в сентябре. Происхождение звуков Гаста. Музыкант C418 сказал, что звуки Гаста в Майнкрафт — это его кот, кричавший, пока он спал. Незерак сделан из плоти. Теория о том, что Незерак происходит из прессованной плоти. Что ужасно, потому что я собирался есть пиццу после записи. Коричневые грибы. Коричневые грибы создаются из-за удара молнии. Также есть шанс 1 из 11024, что коричневый гриб создастся из разведения. Также вы можете получить особый суп, если дадите цветок коричневому грибу. Адский наездник на курицах. Зомбифицированный ребенок пигменов имеет 5% шанса заспавниться на курице. И для курицы, кстати, это единственный способ заспавниться в аду.
Привет, и мы уже переходим к третьему слою. И я пойду немного поем пиццы. Шестеренки. Шестеренки были добавлены в игру в ранних версиях, до альфа-версии, и ставились на стены. Я думаю, их использовали в механизмах, как Redstone. Но на самом деле у них не было никакого функционала. Так что единственное, куда их можно было использовать, это декорации. Как будто это фиджет-спиннеры. Святилище Херобрина. В ранние дни Майнкрафта, когда Херобрин терроризировал 12-летних детей, игроки начали делать ему святилища из незерака, редстоун факелов и золотых блоков. Это забавное строение должно было призвать Херобрина, но все-таки оно оставило большинство людей со странно выглядящим адским фонарем. Как мы это сделали? Ачивка, как мы это сделали, была скрытой, и ее можно было получить только, если на вас есть абсолютно каждый статус-эффект. Одновременно. Оно включает поглощение, дурное предзнаменование, слепота, сила, что-то про дельфинов, сопротивление огню, свечение, добыча, герой деревни, голод, невидимость, большие прыжки, левитация, медленное копание, отравление, ночное зрение, зелье регенерации, сопротивление, замедление, медленное падение, медлительность, сила, скорость, дыхание под водой и иссушение. Эндермены — это жители дальних земель. В 2011-м на форумном веб-сайте 4chan была создана петиция ночью, чтобы переименовать эндерменов в жителей дальних земель, основанной на землях, о которых мы говорили ранее. Однако Ночь добавил, что вместо этого он переименует далекие земли в край. Так и появилось измерение Энда. Предполагаемая скрытая история, что эндермен мирно жил в далеких землях, была разрушена, и теперь он живет в измерении Энда вместо этого. Следующее. Огненная кольчуга. Кольчужную броню можно получить только из сундуков, дропа и торгов. Однако по каким-то неизвестным причинам вы можете скрафтить эту кольчугу, используя огонь, прямо до версии 1.18. Но это по-настоящему абсолютно не так. Ну как бы огонь можно получить только из креативного мода. Так что в выживании буквально это просто не используется. Джонни. Когда вы переименуете Виндикатора в Джонни, то он больше не будет к вам дружелюбен. И к другим игрокам тоже. И начнет атаковать других мобов из других деревень и жителей, а также гостей. И я очень надеюсь, что это отсылка к фильму «Сияние» и сцене «Вот он, Джонни». Кстати, я не смотрел этот фильм, потому что... мне страшно. Красный дракон. И я очень удивлен, что это не отсылка к компании, которая производит игровую аппаратуру. Красный дракон — это босс в обычном мире, которого планировал создать Ночь. Он выглядел как красная версия Эндер Дракона. Однако этот проект был заморожен после того, как Ночь покинул Моджанг. И сейчас мы до сих пор не имеем красного дракона. Скучаем. Зомби-лошади. Зомби-лошади — это как зеленый вариант лошади-животного. И его можно получить только через команды или яйца спавна. И как лошади скелетов. Они не пьют, потому что они уже мертвы. Летающие машины. Это название на айсберге отражает тысячи версий летающих машин в Майнкрафте, сделанных из редстоуна по всему интернету. В них обычно используются поршни, слаймовые блоки и редстоун-блоки, и помогут вам путешествовать прямо по небу. Оглушенный эндермен. Оглушение эндермена, когда он уже стал враждебным, заставляет его просто встать, и он теряет способность двигаться или телепортироваться. Вы также можете использовать лодку, чтобы запереть его. Я на тебя смотрю. Стой, а почему я в лодке? Зелье удачи. Зелье удачи — это сломанное зелье, которое должно повысить качество вещей, которые вы получаете со всего лута. Однако оно не работает. Сейчас зелье удачи увеличивает ваш лут только с рыбалки. Я и ребята пошли рыбачить. Зеленый Стив. Итак, это название в айсберге отражает популярную Майнкрафт крипипасту, где зеленая версия Стива пытается убивать игроков после того, как он выбирается из пустынного дворца. Согласно игрокам, зеленый Стив похищает их и помещает в бедрок-комнату, полную криперов. Игроки пугаются, а затем покидают игру. После того, как игрок отправил сообщение разработчикам Mojang, он получил ответ, что разработчики не добавляли зеленого Стива в игру, и другие разработчики также говорят нет. У зеленого Стива также есть и продолжение страшных историй, например, синий Стив, который живет под водой, и красный Стив, который... Потерянные блоки текстур. В Minecraft Java Edition были текстуры с неверным ID, и они выглядят как черно-фиолетовый блок. Однако, если вы играете на бедроке, вместо него в Майнкрафте есть блок грязи со словом update, читаемым с каждой стороны. Адский потолок. Если вы смотрели видео про охоту на Дрима, что наверху ада находится потолок из бедрока, и есть различные способы пройти через этот потолок. Например, эндерперлы и вагонетки. Хорошее применение для него — легкое путешествие по аду. Потому что здесь буквально нет никаких препятствий. Олулу. Вызыватели могут сделать из синей овцы красную, произнося милую фразу «Олулу». Может, я предположу, что это похожая фраза целителя из игры «Век Империй», в которую я никогда не играл. Так что, к сожалению, не могу подтвердить. Дюпликация вещей.
Дупликация вещей – один из самых популярных эксплойтов Майнкрафта. Процесс очень прост. Через гличи или баги вы превращаете одну вещь в две. Из двух становится 4, из 4 – 8. Это так же, как будто игра 2048. Так вы можете дюпать и ящики шалкеров, что буквально раздваивает каждую вещь внутри ящика. Тестифицированные. Когда жители впервые добавили в игру, их называли тестифицированные. Нет идей почему. Но Reddit говорит, что тестифицированные означает тест, или тестеров, или тесты. Но это звучит как-то прямо как САС. Да, и мне кажется, это слово просто использовали, потому что Моджангу нравится тестировать вещи, большие исследования, поэтому я напуган. Raspberry Pi Edition. Кроме Java, Bedrock и образовательной версии Майнкрафта, в Майнкрафте также есть Raspberry Pi Edition, что по-простому бесплатная модифицированная альфа-версия игры, мобильной версии. И, кстати, я играл в нее в школе, и она нормальная, но становится скучно уже после 10 минут, потому что там не было никаких апдейтов. Там, кстати, также есть программный интерфейс, написанный на питоне. Так что у вас получится добавить туда свой собственный код. Суперсекретные настройки. До версии 1.9 была секретная кнопка, скрытая в настройках, и она позволяла вам выбрать различные фильтры для игры, включая перевернутый мир, мир, созданный из пикселей, и зрение крипера. Ночь кидает яблоки. Когда игроки копались в коде Майнкрафта, они обнаружили, что ночь бросает яблоки, когда его убивают. Я думаю, это могло быть добавлено во время того, как игрок JTE пошутил данной шуточкой в своем гайде по крафту в 2010-м, потому что на той стадии игры яблок вообще было не достать. И с тех пор эта фича до сих пор есть в игре. Даже во время охоты на Дрима, когда его преследовал ночь, мы видим яблоко, упавшее, когда он умер, в конце. Следующее — колчан. Колчан — это невыпущенная вещь, которая нужна для хранения стаков стрел. В одном слоте инвентаря. К сожалению, все пропало, и все, что было связано с существованием колчана, было удалено в апдейте 1.9. Мертвые гиганты. Мертвые гиганты — это неиспользуемый моб, который может реально заспавниться в очень ранних версиях игры. Нотч просто заложил неправильное значение размера зомби. Так он и создал зомби 12 блоков в высоту. И еще одна странная вещь о гигантах — это то, что у них нет искусственного интеллекта. Это типа они просто стоят и грустные, да, грустят. Они не поворачиваются, не преследуют игрока, не отвечают на урон. Что довольно забавно, потому что если бы они это делали, это бы превратило Майнкрафт в атаку титанов. Симулятор. Неиспользуемый пигмен. До того, как Mojang создала жителей, игроки Майнкрафт могли видеть незомбифицированного пигмена, который играл роль жителя. Во время этой гениальной идеи они также добавили кожаный плащ. Однако они сделали его грязным, а потом вообще удалили. После того, как много игроков сразу же попросило эти плащи. Миникрафт. Миникрафт — это 2D-версия Майнкрафта, созданная в стиле покемонов. Кстати, ее создал Нотч на соревновании кодинга 48 часов. И он назвал ее Ludendare. Эндермиты — это паразиты. Эндерперлы по теории были яйцами, из которых вылуплялись эндермиты. И они инфицировали первых людей, путешествующих к Энду, превратив их в эндерменов. Однако эта теория ломает теорию создания эндерменов. Мобы боятся кошек. Фантомы и криперы сильно боятся кошек по каким-то неизвестным причинам. Акватическая теория распада рун. Это название в айсберге, отсылка к рунам, которые вы можете найти в Minecraft 1.13 акватическом апдейте. Если вы внимательно посмотрите, то это один из самых старых обучающих миров Minecraft. Здесь также есть секретный сундук с музыкальными дисками внутри, что очень прикольно. Обратная речь Эндермена. Если мы перевернем речь Эндермена, то обнаружим, что они говорят «Привет», «Здорово», «Чё как», «Что за» и «Посмотри в глаза» на английском. Может ли это значить, что Эндермен в своем роде человек? У меня нет идей. Вращающийся огонь. Данный моб по-простому младшая версия Блейза и был известен как моб D в Mojang голосовании монстров 2017. К сожалению, он проиграл мобу B, монстру ночного неба, из которых получились сраные фантомы, возможно, худшие мобы, которые сейчас существуют в Minecraft. 3D Anacliff. Опция 3D-адаптации, позволяющая игрокам играть в Minecraft в 3D, накладывая синие и красные фильтры в игру. Это было удалено в версии Minecraft 1.13. На что была причина? Потому что не у многих людей есть 3D-очки, и в то время они не валялись вокруг. Однако до сих пор грустно видеть, как эта опция пропала. MD3 модели. В ранних версиях глубин Майнкрафта художник Mojang Dog создал несколько MD3 моделей, такие как Beast Boy, Стив, Черный Стив и Райна. Однако они пропали после того, как Dog ушел.
Отмененный Майнкон 2014. Майнкон 2014, который должен был быть в Европе, без причин отменили. Некоторые люди предполагают, что его отменили из-за того, что Mojang была занята с Microsoft. И это был тот период, когда Microsoft купила Mojang. Ну или Minecraft. Однако упущенный Майнкон был запущен в 2015 году. В Лондоне. Существо 303. Существо 303 — это страшная история из Майнкрафта о новой версии Херобрина. По этой истории Notch уволил работника, работающего в Mojang, который разозлился и начал мстить всем Майнкрафт-игрокам и самому Mojang. И это абсолютно гениальная идея. И он создал Существо 303, нанял команду хакеров и повреждал миры игроков, и компьютерные файлы делал с номерами 303. Коленки трясутся. В этой страшной истории говорится, что один из 40 игроков был подвержен нападению Существа 303 его хакерской команды. Если у вас есть файлы на компьютере с номером 303, это, скорее всего, делает тот мужик 303. У этой крипипасты также есть несколько продолжений, такие как Существо 0. Дух. Дух — это крипипаста о игроке, который был полностью черным в альфа и бета-версиях Майнкрафт. Игрок говорил, что он никогда не атаковал других игроков, а просто следил за ними. Проходит несколько лет, и игрок встречает Херобрина в версии 17.2. Согласно игроку, Херобрин ему говорит: «Мне нужна помощь». И далее говорится, что все страшные истории о нем — это ложь. И что по факту он один из хороших парней. Херобрин завершает свою историю черным существом, которое он видел и которое было злым. Его последние слова были: «Если ты не поможешь, тогда это его игра». Довольно интересная история. Как немножко персонаж преследовал шахтера несколько дней. Мы идем дальше. 4-й слой, погнали. Missing No, желтый текст. Это название в айсберге отражает текст, который есть на экране Minecraft главного меню. Если вы отправитесь в splash.txt файлы и все удалите, вы увидите текст Missing No. Он был удален в новых версиях Minecraft. Туман пустоты. До версии Minecraft 1.8 черный туман появлялся, если вы ходили ниже Y17. Неожиданно туман исчезал и наступала полная темнота. Однако его убрали, чтобы улучшить производительность игры. Происхождение драконьего яйца. Эта теория идет на пару с той, что Эндер-дракон — это девушка. Существование драконьего яйца говорит о том, что у нее мог быть парень, Эндер-дракон, который на самом деле мог быть удаленным красным драконом. Но это только теории, игровые теории. Фильтры перспективы мобов. В спектатор-моде вы можете кликнуть на моба и посмотреть от его глаз. Вы также можете использовать те фильтры, которые убрали в суперсекретных настройках. Арбалистичный. Арбалистичный — это скрытое достижение Майнкрафт, которое открывается, если вы попадете из арбалета по 5 разным монстрам одновременно. Заброшенные крепости. Крепости в обычной жизни хорошо защищены и охраняются. Да, но в Майнкрафт крепости полностью заброшены. А теория говорит нам о том, что все люди прошли через портал. И там они все превратились в эндерменов. Эндер-дракон управляет эндерменами. Теория того, что эндер-дракон управляет эндерменами, говорит о том, что эндер-дракон — это как бы свой глава энда. Сперва из энда нет выхода, а значит эндермены не могут сбежать из мира, пока дракон не умрет. Второе. Глаза у эндерменов должны были быть зелеными, но цвет поменяли в фиолетовый. Возможно, это злой контроль мозга, который делает над ними эндер-дракон. И, наконец, ачивка, когда убиваешь дракона, это освобождение энда. Это значит, что у эндерменов не было ранее свободы, что делает эту теорию даже более страшной, чем звуки о помощи в лесу. Но мы придем к этому в другом слое. Эндермены — это испорченные люди. И многие люди верят, что эндермены — это испорченные люди. Это подтверждает обратная речь разговора эндермена. Также с фактом, что люди не существуют в мире Майнкрафт. Возможно, потому что их превратили в эндерменов. Однако причина, по которой все они могли стать эндерменами, очень загадочна и обсуждаема. Кто-то говорит, что они превратились в эндерменов, когда шли к энду. Или, возможно, их превратили в эндерменов эндермиты. Спектрограмма диска 11. Если вы возьмете аудио диска 11 в спектрограмму, вы увидите фото головы Стива. Также с номером 12418. Если представить цифру 12 буквой C по какой-то там неизвестной нумерации систем, то там говорится C418. А это, к удивлению, композитор этой песни. Спектрограмма пещеры 14. В этом аудио есть также пасхалка на спектрограмме и вместо лица Стива Крипер. Эффекты полной луны. Луна в Майнкрафте на самом деле вносит свой вред с поведением мобов. Например, когда полная луна, спавнится больше слаймов. Также полная луна увеличивает шансы скелетов заспавниться.
и забрать какие-нибудь вещи так же, как и зомби. И также увеличивает шансы паука заспавниться с эффектами. Забавное дополнение, что 50% кошек при черной луне спавнится с черным цветом. Что значит, что это отсылка к поговорке, что увидеть черную кошку во время полной луны — это к плохой удаче. Демо-версия игры. В июне 2011 вышла ПК-версия, как эксклюзивная демо-версия игры. Она вышла на диске. Там был лимит в 5 игровых дней. Ну типа 100 минут. Эта демо-версия включала лого, игровое ПК-лого, вместе с особой ПК-текстурой коров. На день 6 пробная версия исчезала и показывала картинки Майнкрафта, картинки скриншотов, которые, кстати, были перенесены нотчем на Reddit, r/Minecraft subreddit для скриншотов. Однако там был баг, в котором, если игрок находится на высоте выше Y88, он может продолжить играть в демо-игру «Неизлечимые зомби». Я честно не знаю, к чему эта отсылка. Зомби-жителей можно исцелить, используя зелье слабости и золотое яблоко, а зомби сами по себе никогда не смогут излечиться. Это знают в принципе все. Так что я не уверен, почему это находится в середине. Кирпичные пирамиды. Во время какой-то инфидел версии Minecraft спавнились пирамиды в 32 блока высоты. В игре, чтобы проверить генерацию текстур, полностью кирпичная пирамида содержала 43 680 блоков кирпича. И всегда спавнилась в одних и тех же координатах. Если вам понравилось видео, я хотел бы, чтобы на нем было хотя бы 150 лайков, потому что на его озвучку ушло 6,5 часов. У меня уже начала болеть голова, и я уже не знаю, выпускать ли новую озвучку. Спасибо.